Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. В комментариях много писали, что большинство моих рецептов такие небюджетные. Сегодня у нас будет бюджетный рецепт, простой, домашний. Курица с картошкой я приготовлю в казане, но вы можете приготовить это спокойно дома на плите в кастрюле. Для рецепта мне потребуется курица, картофель, лук, морковка и немножко специй. Поедем. Рецепт простой, домашний. Просто покажу так, как готовит мама и как готовила бабушка. Элементарный рецепт, но в то же время очень вкусный и сытный. Нам потребуется лук. Лук, опять же, можно нарезать мелким кубиком, можно полукольцами, четверть кольцами. Не принципиально. Если вы хотите, чтобы у вас в блюде лук был менее заметен, режьте его мельче. Я порежу некрупными кубиками. Этого количества лука мне будет достаточно. Морковь можно, друзья, либо нарезать, опять же, не принципиально какого размера, как вы хотите, чтобы у вас в блюде оно смотрелось, либо просто натереть на терке. Я воспользуюсь теркой и натру морковку на терке. Одной средней морковки будет достаточно. Но опять же, любите больше моркови, кладем больше. Здесь нет каких-то норм. Это домашняя еда, я еще раз повторяю. Теперь нарезаем картофель. Картофель тоже нарезаем как вам нравится. Хотите крупно, чтобы он у вас был в блюде. Хотите мелко, хотите кубиком, хотите пластинками, соломкой. Не принципиально. От размера просто картофеля там будет зависеть время приготовления, и все. Я по-простому, по-босяцки. Количество картофеля тоже как вы хотите. Чтобы у вас был 1 к 1 курица и картошка. Либо картофеля было больше, чем курица, либо мяса было больше. Все здесь кладется, друзья, на глаз. Разделаем курицу. Курица у нас будет готовиться в этом рецепте кусочками. Поэтому делим крылышки на кусочки. Отделяем голени по суставам. Отделяем бедрышки. Бедрышки можно разделить по кости, либо вдоль кости, чтобы кусочки были равного размера. Я, чтобы не колоться косточками, разделю вдоль кости. Уберу гуску кискам моим. В это блюдо у нас идет все части. Грудку поделим тоже вместе с косточками, вот так вот. Какой-то специальной формы нарезки в этом рецепте абсолютно нету. Еще раз говорю, это рецепт домашний. Нам важно, чтобы это было вкусно в первую очередь. Жир тоже не будем выкидывать, он у нас придаст нашему блюду хорошенький такой наварчик. Эту часть тоже поделим.
В общем, друзья, рецепт такой: на большую семью или на несколько дней, чтобы все были сыты. Все ингредиенты готовы. Чеснок мы добавим в конце. Это не обязательный ингредиент. Вот. И я от себя добавлю еще перца болгарского. Это тоже ингредиент не обязательный. Остальное все у нас на столе, вы видите. Все, переходим к казану. У этого рецепта, друзья, два варианта приготовления. Оба вкусные. Бабушка у меня делала с обжаркой лука с морковкой и курицы. А мама у меня сразу все это варила. Но оба варианта вкусные. Я буду делать вариант с обжаркой. Наливаем в казан немного масла. Казан у нас нагрелся. Отправляем лук. Лук немного прижариваем до золотистого цвета. Друзья, если готовите дома на плите в кастрюле, если кастрюля с толстым дном, можно прижарить прямо в ней. Если нет, то тогда можете спассеровать овощи на сковороде. Лук начал золотиться, отправляем морковь. Буквально парочку минут пассируем. Следом добавляем курицу. Немного курочку прижариваем. На этом этапе можно добавить немного соли и перца. Курицу чуть-чуть прижарили, даже не прижарили, можно сказать, а так прихватили. Добавляем воду. Воды добавляем столько, насколько вы хотите, чтобы у вас был густой соус, был ли он как суп картофельный, куриный. А на этом этапе добавляем рис. И варим плов. Шучу, конечно, у нас картошка. Друзья, курица закипела, покипела 10 минут. Добавляем картофель. Готовим до готовности картофеля. Солим, перчим по вкусу. По желанию можно добавить лавровый лист. Если какие-то предпочитаете еще специи, можете добавить их. Но по классике соль, перец, и больше нам ничего не надо. И я добавлю в конце зелень. И могу добавить еще красного перчика, чтобы это смотрелось более ярко. Но это, говорю, не обязательный ингредиент. Все. Ждем, когда будет готов наш картофельный соус, так сказать. Густоту, я еще раз напоминаю, вы можете регулировать. Если хотите больше бульона, добавьте чуть больше воды. Если хотите, чтобы у вас было погуще, чуть меньше воды. А пока готовится наш картофельно-куриный соус, я хотел бы сказать всем вам большое спасибо за ваши теплые комментарии, за вашу поддержку. Спасибо вам, что делитесь моими роликами со своими друзьями и знакомыми. А также по традиции хочу поздравить всех тех, у кого сегодня день рождения. Пожелать им здоровья, счастья, тепла и уюта в их домах. Светлого мирного неба над головой, здоровья родителям, детям. Будьте здоровы, живите счастливо, любите и будьте любимы. Ну а всем моим подписчикам крепкого сибирского здоровья и кавказского долголетия. А мы продолжаем. Минут за 10 до готовности добавим болгарского перца мелким кубиком. Он придаст яркость красок к нашему блюду и в то же время добавит аромат. Много не надо, но говорю, ингредиент не обязательный.
Иначе уже блюдо получается не бюджетное, так как цена сейчас перца какая-то космическая. Вот уже другой вид и другой вкус. Также для аромата добавим 2 зубчика чеснока. Просто меленько порежем. Можно выдавить через пресс. Вот так. Я люблю, когда в этом блюде картофель, готовность такая. Чуть задел его в тарелке, и он такой рассыпался. И это вообще кайф. Помнешь, и потом так. Все, минут 10 и наш рецепт готов. На все про все уходит, ну, вот, до готовности картофеля. Ждем, друзья. Зелень, опять же, любая, какая у вас есть. Какая вам нравится. Какую вы любите. У меня вот укроп, петрушка, зеленый лучок. Можно обойтись вообще одним лучком. Можно даже без зелени. Единственное, чего нельзя исключить из этого рецепта, это картошку, лук и морковку. Единственное, что у нас доступно круглогодично, это зеленый лук. Его можно выращивать дома на подоконнике в обычном стакане с обычной луковицей. Вот этого будет достаточно. Картошка готова. Курица тоже. Добавляем зелени. Вот это наварчик. Мой рецепт по-домашнему. Не обессудьте, но это вкусно. Готов? Ну, что там у нас получилось? Картошечки. Друзья, вот такая у меня курочка с картошкой получилась. Назовите это как угодно. Соус, гуляш картофельный. Смотрите, как картошечка вот так вот должна. Хоп. И она так хоп. Разминается. Тем самым у нас получается густенько. Курочка. Друзья, попробуем. Вкус детства. Это просто невероятно. Очень вкусно. И в то же время очень просто готовится. Кто любит попаснее, то первый вариант без обжарки. Сразу заливайте воду. Лук, морковь, можно бросать мясо и готовить. Как же это вкусно и как это напоминает детство. Спасибо маме и бабушке за столь вкусные рецепты моего детства. Друзья, на этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. До скорых встреч, до новых рецептов. Не забываем подписываться на канал, ставить колокольчик. Также у меня открылся второй канал «Рыбалка с Волохой». Там будут интересные кадры с природы, с рыбалки, с походной кухней. Подписывайтесь. Буду рад всех видеть. А на этом всем пока. До скорых встреч. До новых вкусных рецептов. С вами был Волоха. Пока, друзья. Как же это вкусно. Угу.